Почему биткоин лучше, чем Каспа и XRP? В этом видео я расскажу вам, почему биткоин лучше 100% монет на рынке. Да, и лучше вашей любимой дерьмомонеты. Шучу. Но я собираюсь сравнить биткоин с XRP и Каспа, поскольку эти криптовалюты сейчас крайне популярны. Вы на канале Крипто.ру, канале крупнейшего ресурса о криптовалютах в Рунете. Мы перевели для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором автор рассказывает, почему биткоин лучше, чем Каспа и XRP. Хорошо, начнем с того, что я не биткоин-максималист. Вовсе нет. Если вы смотрите этот канал, то знаете, что я владею различными криптовалютами. Я работаю в этой индустрии с 2017 года и даже написал книгу The Crypto Factor. Но много людей в соцсетях и на YouTube говорят: эта криптовалюта лучше той или моя криптовалюта лучше твоей, не приводя аргументов. Если только они не пересказывают то, что где-то услышали или прочитали, и не понимая, что именно они говорят. Одни и те же люди говорят, что биткоин устарел, что другие монеты быстрее, что биткоин не может масштабироваться. При всем уважении, если вы это говорите, то вы ничего не понимаете о биткоине и о криптовалютах в целом. В этом видео я планирую рассказать вам про биткоин простым языком, чтобы вы все поняли. После этого вы сможете говорить о биткоине, о криптовалютах, не выглядя идиотом в комментариях и в Твиттере. И если после этого видео вы все еще считаете, что ваша криптовалюта великолепна и лучше биткоина, то хорошо, все в порядке. Во всяком случае, вы будете более образованным и не выглядеть глупо, разговаривая с людьми, понимающими эту технологию, деньги, твердые принципы и так далее. Хорошо, начинаем. Постараюсь изложить все как можно короче и проще. Говорят, что если ты не можешь объяснить сложную вещь просто, то ты на самом деле ее не понимаешь. Так что для меня это тоже вызов. Давайте посмотрим, понимаю ли я биткоин. Чтобы понять биткоин, нужно понимать, что такое деньги и как они работают. Не волнуйтесь, я не собираюсь заниматься академическими рассуждениями. Просто потерпите. Прямо сейчас у нас есть фиатный стандарт. Деньги, которые вы знаете и к которым привыкли. Незадолго до этого у нас был золотой стандарт, который, наверное, лучший стандарт в истории. Хотя у него и были свои проблемы, признаю. Никсон, конечно, избавил нас от золотого стандарта. Доллар больше не поддерживается золотом. И почти ни одна валюта не поддерживается золотом. Они поддерживаются воздухом. Фиатные деньги ничем не обеспечены, а биткоин, по сути, предлагает стандарт биткоина. Перед тем, как продолжить, я знаю, о чем вы думаете. Стандарт биткоина? Биткоин слишком дорогой, требует много энергии и не работает. Попробуй купить жвачку или презерватив в круглосуточном магазине за биткоин. У тебя не получится. Конечно, если вы хотите купить жвачку или презерватив в круглосуточном магазине за биткоин, то у вас ничего не выйдет. Придется заплатить большую комиссию. Но во времена золотого стандарта люди тоже не ходили по магазинам с золотыми монетами, пытаясь купить презервативы. Золото хранилось, а банкноты представляли собой небольшую его часть. На самом деле вы можете зайти в хозяйственный магазин и расплатиться биткоинами, если вас не смущают сборы, но это не обязательно. Именно поэтому вторым уровнем является Lightning Network. И вот Lightning Network действительно работает. Я не знаю, от кого вы слышали, что она не работает и не будет работать, но она функционирует. Просто нужно время, чтобы она развилась и ее приняли. Lightning действительно работает. Это хорошее решение, просто оно пока находится в зачаточном состоянии. Но суть видео не в этом. Она в том, что ситуация аналогична золоту. У вас есть золото и банкноты, представляющие собой все золото или его долю. И то же самое можно сделать с биткоином. Отличие в том, что в случае с биткоином вы сам себе банк. На данный момент люди в комментариях, наверное, сходят с ума и кричат: «Биткоин слишком дорогой, ему надо много энергии, это устаревшая технология». Вот только это не старая технология. Биткоин работает для достижения поставленной цели. Он не пытается быть чем-то другим или конкурировать с другими криптовалютами. Все просто. Если говорить о создании DEPS или играх на блокчейне, то биткоин не подойдет для этого. Мы это знаем. Но его и не изобретали для этого. И да, биткоин дорогой. Его дорого добывать и использовать.
Но вам нужно, чтобы биткоин был дорогим. Чтобы иметь надежные деньги, нужно, чтобы биткоин был дорогим. Добыча золота дорого обходится. И еще оно редкое. Чтобы деньги работали, они должны быть редкими и дорогими. Давайте объясню. Давным-давно люди использовали ракушки в качестве денег. Многие люди смеются над этим. Ой, как примитивно. Они использовали ракушки, но не понимали, какие именно ракушки. Использовавшиеся ракушки были очень дорогими. Их было трудно достать, приходилось тратить много энергии. Это прекрасно работало тысячелетиями. Когда другие люди встретились с этими племенами и захотели с ними торговать, они пытались торговать золотом или тем ценным, что у них было. А этим племенам было все равно. Как только люди поняли, что им нужны ракушки, они стали приносить их с собой. И было здорово. Начался торговый бум. Все были счастливы. Обе стороны получили то, что хотели. Проблема заключалась в том, что ракушек стало слишком много. Ракушки перестали быть редкостью, что привело к инфляции. То же самое происходило по мере того, как племена развивались в технологическом плане, и им стало легче приносить ракушки. В общем, деньги должны быть редкими, а их добыча дорогостоящей. Я даже приведу лучший пример. Они использовали камни. Большие и редкие камни, которые стояли в центре деревни. А камни поменьше символизировали породу этих камней. Прямо как в золотом стандарте. Когда золото хранится в банках, а банкноты представляют собой долю этого золота. Когда что-то становится легко добывать, оно теряет свою силу. Деньги теряют свою силу. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем инфляцию. Понятно? И, кстати, большая часть энергии, используемой для добывания биткоина, зеленая энергия. Это было установлено, доказано и не подлежит обсуждению. На самом деле распределение энергии могло бы помочь. Нет, я не буду вдаваться в подробности. Обещаю, это видео будет коротким. Учитывая связанное, сравним биткоин с фиатными деньгами и золотом. Итак, на этой диаграмме показаны различия между биткоином, фиатными деньгами и золотом. Вы видите, что биткоин подтверждаемый благодаря блокчейну, так что он хорошо проверяется. Золото и фиатные деньги проверяются умеренно. Все три валюты, биткоин, фиат и золото, взаимозаменяемые. Их можно без проблем обменять. И они все портативные. Хотя с этим я не согласен. Написано, что биткоин сильно портативный, золото переносится слабо, а фиат сильно, но это не так. Вы когда-нибудь пробовали путешествовать в другую страну с 10 или даже 15 тысячами долларов? Конечно, можно попробовать, но вас, скорее всего, остановят, допросят и, вероятно, не выпустят. Или, например, я хочу перевести $1 000 000 на банковский счет в другой стране. Вот именно, я не смогу этого сделать. Пойдем дальше. Если говорить о долговечности, то биткоин на умеренном уровне, золото на высоком, а фиат, конечно, на низком. Перейдем к делимости. Показатель биткоина высокий, потому что можно заработать от 1 сатоши. Золото на низком уровне. Потому что вы что? Будете сидеть и резать золото? Вряд ли. Только если вы думаете, что золотой стандарт — это когда вы применяете золотые монеты и куски золота для покупки. Фиат на умеренном уровне. Потому что да, вы можете обменять $100 на мелочь. Но это не становится все труднее по мере того, как вы снижаете номинал. Что касается дефицита, то биткоин крайне дефицитен. Он редко встречается. Есть только 21 миллион биткоинов, которые когда-либо будут существовать. Золото умеренно дефицитно. Его можно найти, но вопрос в том, насколько дорога его добыча. Ну и фиат вообще не дефицитен, потому что можно его напечатать сколько угодно, когда угодно. Принтер денег работает исправно. Далее у нас устоявшаяся история. Биткоину уже 14 лет, и он идеально работает. Но здесь его уровень низкий. Я думаю, что это справедливо. Золото высокое, потому что используется со времен древности. Некоторые даже называют его деньгами бога. Ну и фиат на низком уровне. Фиат — это относительно новый продукт, если серьезно задуматься. Сопротивление цензуре. Биткоин — высокий уровень, золото умеренный, фиат низкий. Неподдельная дороговизна. Биткоин — высокий уровень, золото — высокий уровень, фиат — низкий. Открытая программируемость. Биткоин — высокий уровень, золото и фиат — низкий. Не покупайте их с CBDC, которые также являются программируемыми деньгами. Они отличаются тем, что могут контролировать вас, блокировать ваш аккаунт, автоматически взимать налоги, заставлять покупать одни вещи, а не другие и так далее.
Биткоин совсем другое дело. Он ничего такого не может. Вот почему государствам не нравится биткоин. Если говорить о децентрализации, то у биткоина высокий уровень, у золота умеренный, а у фиата низкий. Глядя на таблицу, вы можете понять, что биткоин — это лучшие деньги. У него есть твердые денежные принципы. И именно это биткоин и пытается сделать. Нельзя сделать то на биткоине, нельзя построить это на биткоине, неважно. Биткоин не для этого создан. Он создан, чтобы быть надежными деньгами. Теперь вы можете сказать: Пол, это все хорошо, я все понял, но что насчет XRP? Разве XRP не лучше и быстрее биткоина при транзакциях? Ну да, XRP быстрее биткоина. Но она не децентрализована и не обладает признаками надежных денег. Да, она отлично подходит для транзакций. И, пожалуйста, не говорите мне, что сейчас XRP децентрализована. XRP не централизована. Нет, она централизована. Я покажу это вам прямо сейчас на одном примере. Разберемся с этим и продолжим. Когда произошла история с дальнобойщиками в Канаде, люди отправляли биткоин, а не XRP. По простой причине. Несмотря на то, что XRP отправлять дешевле, чем биткоины, биткоин-транзакции не могут быть остановлены. Если прямо сейчас отправить XRP в Россию, то они найдут способ остановить транзакцию, поверьте мне. Я даже не говорю о нодах и о том, как все работает, потому что вы наверняка уже про это слышали. Я привожу простой пример того, что XRP централизована, и ее можно использовать для переводов и работы с банками по всему миру. Если вы действительно верите в XRP, верите в эту концепцию, то она должна быть централизованной, потому что они должны ее контролировать на предмет терроризма, отмывания денег и так далее. Иначе ее нельзя использовать. Так что XRP отлично подходит для своей сферы. Она не должна конкурировать с биткоином, а биткоину не нужно конкурировать с XRP. Понятно? Каспа. Некоторые могут сказать: хорошо, Пол, это все здорово и замечательно, но что насчет Каспа? Каспа децентрализована и использует DAC, более современную технологию, которая делает монету более быстрой. Разве Каспа не лучше биткоина? Во-первых, Каспа великолепна. Кстати, я владею и Каспа, и XRP, и считаю, что обе технологии отличные, и обе монеты хорошо себя проявят на бычьем рынке. Но использование DAC — это не плюс. Да, это хорошо для скорости, но монета становится более уязвимой и делает Каспа менее децентрализованной. Даже если вы хотите оспорить этот момент, а мы можем оспорить. Вот я снял видео по поводу Каспа. Вот оно здесь. Посмотрите то видео после этого. Вот оно здесь. В конце видео и в описании я оставлю ссылки на ролики о Каспа и XRP. Но как бы вы не хотели поспорить насчет DAC, вы должны понимать, что DAX или блок DAX — это новые вещи. Это новая технология. DAC впервые был использован в 2016 году компанией IOTA Internet of All Things. И вы видите, к чему это привело. А также есть пример токена Phantom. Ему все еще нужно показать себя. Все еще нужно доказательство концепций. Нельзя направить всю экономику на то, что настолько новое. Даже с биткоином так пока нельзя делать. Нужны время, безопасность, надежность и так далее. Не стоит стремиться к скорости. Биткоин уже быстрее, чем Visa. Если посмотреть на Lightning Network, то это самая быстрая вещь в мире. Она даже быстрее, чем Solana. Но дело не в этом. Какова цена? Видите ли, вот поэтому биткоин является лучшей криптовалютой и превосходит 100% существующих других криптовалют. Потому что биткоин не пытается быть чем-то другим. Прочие криптовалюты лучше подходят для решения других задач. Я с этим согласен. Но те, кто сравнивают биткоин с другими криптовалютами, либо не понимают криптографию, либо не понимают биткоин. Либо не понимают ни того, ни другого. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно посмотрите вот это видео про Каспа или вот этот ролик про XRP. Не забудьте подписаться. Увидимся в следующем ролике. Друзья, вы посмотрели видео с канала The Crypto Factor, переведенного редакцией Crypto.ru на русский язык. Напишите в комментариях, согласны ли вы с мнением автора, что биткоин — лучшая криптовалюта. Также смотрите оригинал видео на канале автора по ссылке в описании. Пока!